Всем здравствуйте! В сегодняшнем видео я хочу показать, как можно связать пинетки носочки на любой размер из бабушкиного квадрата. И вот какие красивые пинетки получаются из бабушкиного квадрата. И приступим к вязанию такой красоты. Для пинеток я буду использовать пряжу в 50 граммах 150 метров и крючком буду вязать 2,5 миллиметра. И начинаем вязать. Сделали вот такое колечко. Теперь 3 воздушные петли для подъема. 1, 2, 3. В это кольцо ввязываем 1 столбик с накидом и второй столбик с накидом. Теперь 2 воздушные петли, 1, 2, снова 3 столбика с накидом, 1, 2, 3, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом, 1, 2, 3, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом, 1, 2, 3 и 2 воздушные петли. Теперь кольцо затягиваем и соединяем с воздушными петлями, которые мы набирали в начале. Это мы провязали первый ряд. Переходим ко второму ряду. 1, 2, 3 воздушная петля и в столбик с накидом ввязываем столбик с накидом, снова столбик с накидом. Под воздушные петли провязываем 2 столбика с накидом, 1, 2, 2 воздушные петли и снова повторяем под воздушные петли 2 столбика с накидом. Так мы будем провязывать во всех уголках, то есть будем добавлять по 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Довязываем вот 3 столбика с накидом по столбикам с накидом в предыдущем ряду. И вот довязали до уголка. И повторяем все точно так же, вот как мы уже с вами вязали. 1 столбик с накидом под воздушные петли и второй. 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом. Снова 3 столбика с накидом. Под воздушные петли 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом, 3 столбика с накидом и под воздушные петли 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. И вот так мы будем завершать каждый ряд соединительной петлей. Вот замкнули ряд и получается вот такой квадрат. Переходим на третий ряд. 3 воздушные петли, столбики с накидом провязываем в столбики с накидом,
И вот дошли до воздушных петель. И повторяем: 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом. И так вяжем вот до конца ряда. И в 4 ряду будем переходить вот на розовую пряжу или на любую другую, какую вы возьмете. Одна воздушная петля, вторая и третья. И вот так по воздушным петлям мы подняли желтую пряжу, так как ее будем в последующих рядах тоже использовать. А вот этот вот хвостик, который остался от розовой пряжи, мы сейчас сразу его и будем ввязывать. И снова в каждый столбик предыдущего ряда нам нужно провязать по столбику с накидом. Провязываем. И так вяжем вот до уголка. Все точно так же, как мы вязали в предыдущих рядах. И теперь в уголок снова провязываем 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом. И снова так довязываем вот столбики с накидом и под воздушные петли провязываем вот такое повторение. В следующем ряду снова переходим на основной цвет. Ниточку так подтянули. Вот у нас одна воздушная петля. И перекрещиваем вот так нитки, чтобы поднять розовую пряжу вверх. Вот одна воздушная петля поднялась, вторая и третья. И снова, так как мы вязали в предыдущих рядах, провязываем столбики с накидом, столбики с накидом, довязываем до уголка из воздушных петель и под воздушные петли снова повторяем 1 столбик с накидом, 2, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом. Все точно так же, как вязали в предыдущих рядах. И довязываем до конца ряда. И вот я закончила вязание дополнительной нитью. Если вам нужен больше размер, значит вы провязываете больше рядов, и таким образом будет увеличиваться размер. У меня квадрат получился на 15 сантиметров. И по диагонали вот на 20 сантиметров. Вот такие размеры. И сейчас будем приступать к сборке. Нам нужно будет сложить вот так треугольником. Сверху вот оставим отворот. Сшиваем по боковой части с одной стороны, с другой стороны сшиваем и залаживаем вот таким треугольничком. Сшиваем. Вот берем квадрат, ниточку, которую вот я отрезала, вот она находится сверху, слаживаем на треугольник, вот так,
И вот получился такой треугольник. Это ниточка там, где мы закончили вязание. Вот маркером специально отметила. Здесь мы отлаживаем 7 сантиметров. С обратной стороны отлаживаем 8 сантиметров. И с той стороны, где 8 сантиметров, начинаем сшивать. Здесь вначале можно завязать вот так на узелок. Один и второй. Эту ниточку потом спрячем. И теперь сшиваем так, за столбики с одной стороны и со второй стороны. И вот так за крайние столбики сшиваем. И вот дошили до уголочка. Здесь тоже разворачиваем вязание и сшиваем до маркера. И вот дошили до маркера. Маркер убираем. И в этой части нам нужно сложить вот так треугольником. И будем сшивать в одну сторону и в другую сторону. Так, по центру треугольника. И вот такими стежками сшиваем. И вот, когда у нас осталось по бокам по 2 столбика и вот воздушные петли, здесь нам нужно сделать скругление. Для этого вот за одну стенку петельки захватываю вот иголкой за внутреннюю сторону. Проходим так по всем петелькам, которые у нас остались не прошиты. И теперь их вот так стягиваем. Можно еще раз. Так, теперь уже стежками прошить. Это вот делаем такое скругление. Так. Теперь эту ниточку не отрезаем, а проходим вот по стежкам, которые мы сшивали, под ними. Доходим до места, где нам нужно начинать сшивать другую сторону. И с другой стороны тоже сшиваем вот так столбики. И когда доходим до места, где у нас остается вот 2 столбика, тоже за внутренние стороны захватываем петельки. Потом там, где у нас воздушные петли,
и стягиваем. Снова так пролаживаем еще несколько стежков. Так скругляем еще. Делаем узелок и можем отрезать нить. Вот. Так, сейчас выворачиваем на лицевую сторону, эти все ниточки спрячем. Вот такая пинеточка получается. Одели на манекен, и вот такая красота получается. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!